Пойдем к маме. Маме, пошли. Я здесь. 8. Во. Нам наш невропатолог, врач-доктор посоветовала, она говорит, пациенты приехали, вот, которые вы рассказывали, Да, 6 да. процедур Мгм. все успели получить, вот они приехали, говорят, ну там, по-моему, поменьше 8 месяцев ребенок, ребенку да. было. Говорит, другой ребенок приехал, говорит, и попробуйте, говорит, съездить. Возраст какой? 4 и 5 сейчас. 4 и 5. То есть, Да. то есть 5 месяцев назад он пошел. Нет, он пошел 4 месяца назад. В 4 феврале. феврале он пошел. Февраль, Так, 4 а и месяца. какой диагноз она поставила? Моторно-статика, да, как статистика моторная, я забыла. Нет, ДЦП поставили. Гиперкинетическая Гиперкинетическая форма. легкой, да, форма. Вот, все, он уже ко мне привыкает. Когда поставили ДЦП? Вот, Ну, это наши врачи ставят. я понимаю, то есть вы приехали из Германии, и ваши Да. врачи уже поставили ДЦП. Да. В каком возрасте? Да, после годика. Ну да, их правильно ставят Да. после Да. годика, то есть после годика поставили Да. ДЦП. Да. И дальше вы там в Бишкеке все время занимались. Да. Вот. Торопись. Вот, смотрите, да, смотрите, вот он даже на чешках очень хорошо. Даже на чешках видно, как он полностью на стопу встает. Это вот правая нога у нас проблема. У нас вот главное вот эту координацию, у нас вот эти непроизвольные движения сохраняются. И то, что же нам прививку в правую ногу сделали, вот это вот тонус сохраняется, и он не до конца не ставит. Это видно по ягодицам, что ягодицы разные. Но самое главное, что он не наступает на стопу, он не может на стопу вступить. То есть, если бы он вступил на стопу, он вообще очень уверенно бы ходил, увереннее. Вот. И он потому что он неуверенно ходит, из-за этого он вынужден поднимать руку, чтобы держать как автобаланс. Но так как он эту руку он поднимает уже несколько лет, поэтому, соответственно, там уже вторично образовалась проблема в мышцах. Значит, вот проблема вот находится у него вот здесь. Да, вот здесь. Правильно ты показываешь? Правильно ты показываешь мне? Показывает вот с левой стороны вот здесь. Да. Вот с левой стороны. Пойдем? Давай. Понятно, я вам-то все покажу, сколько сможем мы за 10 процедур, мы сделаем. Но это 10 процедур, вам все равно нужно придется. То есть я вам сделаю его мягким, чтобы вы могли с ним работать. Вот, то есть за 10 процедур, конечно, чтобы вот он идеально у нас пошел просто времени, ну, не получится. А за то, что получится, мы как раз посмотрим с вами уже ближе к 10-й процедуре. Вот хотя бы получится у вас вот убрать тонус, вот напряжение рук, ног? Это же зависит не от меня, это зависит от того отека, который там существует. Да? То есть, если мы за 10 процедур этот отек убирается, то он уберется. Если не убирается, вы будете убирать. 2 руки, 2 стопы. Это 4 процедуры. Да? Дальше у нас воротниковая зона, с которой мы сейчас и начнем. И у меня еще 2 ягодицы. И 10-я процедура, когда вы мне все это показываете. У нас просто ограничено времени по количеству моего воздействия. Если бы я делал 3 процедуры на одну руку, 3 процедуры на другую руку, 3 процедуры на стопу, 3 процедуры на другую стопу, это вот был бы совершенно другое воздействие, то есть другой результат. А за 10 процедур все приезжают только ко мне обучаться, именно обучаться. Я за это время, сколько могу, я убираю. Больше внимания нужно уделить по работе ягодицы и вот эти места. С той стороны ты этого не почувствуешь. А вот с этой стороны это как раз очень хорошо все чувствуется.
очень хорошо. И уже другое, смотри, смотри. Раньше дотронуться невозможно было, а сейчас... сейчас. И это, ну, в течение вот этого времени, пока делали, и то, что сейчас постояли. Пока мы этот отек не уберем белковый, вот эту плотноту не уберем, как он может ходить? Он не сможет ходить. А убрали, он пошел, все. И дело не в сложности, а в тяжести. Потому что одно дело у двухлеток, эта мышца, ты нажал чуть-чуть коленкой, и она у тебя продавилась. А другое дело даже у 5-летнего ребенка, а у 10-летнего ребенка. То есть я должен, например, я продавил за одну процедуру у 2-летнего ребенка, у Саяны я должен продавливать эту мышцу уже процедуру за 2, за 3, чтобы это было. А у 10-летнего ребенка я должен за 5, за 6. То есть тот же самый эффект, который возник бы у 2-летнего ребенка за одну процедуру, у детей с возрастом, количество процедур, чтобы продавить эту мышцу, просто возрастает. Речь после того, как мышцы все отпустят, и речь восстановится. Речь восстановит, да? когда отпустят верхний пояс, то есть мышцы между лопаток и вот мышцы шеи. Вот как только это отпустит, так будет отпускать уже речь. То есть пока не отпустят мышцы вот между лопаток, речь будет очень сложно ему сделать. Давай как-то руку надо. Вот то, что он левую, вот большой палец левой ноги все время вот так делает. То, что это стопу, когда мы разработаем. Это стопу будете разработаете, да. Там не только стопа, там вот это место и вот это. То есть здесь получается вот этот большой палец, это больше относится к внутренней, к портняжной мышце, она вот сюда вот идет внутри, здесь сюда вот уходит. То есть это скорее всего, но ее зажимает портняжную мышцу, опять же мышцы ягодиц. То есть если мышца ягодица освободится, она может сама освободиться. Просто он правую тоже так делал. Вот после того, как вы в тот раз делали правую, вот он отпустил, он вообще так не делает сейчас. Движения-то у него появились, руки свободнее. Практически осталось одно место. Вот да. То есть одно место, которое нам нужно, чтобы оно мягче было. Он встал на стопу. Вот. То есть осталось нам сделать так, чтобы движение левой ноги было полное. А движение полной левой ноги зависит вот как раз от того, что мы с вами говорили, то есть от мышц ягодиц. На одном месте. Раз, два, давление какое должно быть. Сейчас я вам на вас покажу. Я сейчас руками покажу и на вас покажу. Тоже так. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь смотри, видишь? Не вот так, а вот так. Не вот так, а вот так. Ладошками. Да, подушечками. Площадь большая будет. Кстати, у него мышцы лица более-менее нормальные. Ну, нормальный мы не можем слово сказать, потому что у него, у детей с ДЦП проблемы везде. Даже если диагноз касается или нижней конечности, или только верхней конечности, на самом деле проблем везде, просто там больше. Вот, поэтому у него проблема с лицом, она существует, иначе его бы не кривило, да, когда он напрягается. То есть их там тоже нужно убирать. Там тоже есть небольшой белковый отек, есть, но более-менее ничего. Венера, вы приехали обучиться на 10 процедур. Вы обучились? Ну, думаю, что да, обучилась. Ну, домой приедем, будем еще, наверное, будем названивать вам. Ну, конечно. Что правильно не Нет, делаем. конечно. На WhatsApp все скидывайте, отвечаем, да, мое солнце. Думаю, что хотя бы чуть-чуть научились. Но будем стараться делать.
Это же наш интерес. Мгм. Да. А так, конечно, то, что он мягче стал, это да. Там будем, не покладая рук, работать. Да! Уже на 50% ему все мягче стало. За 10 процедур что-то вас удивило, может быть. Какое это у вас Ну, ощущение вот у это матери? понятие, то, что вот мышцы, что надо прорабатывать, что он там глубоко, белковый отек, вот это все я не знала, да, хотя я столько тоже читала, там в интернете копалась, вот этого всего я не в курсе была. Ну, мы сделали то, что могли дома, массажи, вот, ну, усердно занимались тоже. Ну, теперь вот после 10 процедур я поняла, что... Ну, вы научились всё-таки- чувствовать именно мышцы вашего ребенка, Да, правильно? Именно да. где у Саяна проблема. Да, вот я именно вот на своем ребенке я поняла, почувствовала, что такое мышцы, что они могут быть и плотными, и мягкими. Вот, Мгм. вот это да, я поняла теперь. Немножко, конечно. Да? Ну, скажи, будем работать, да, мама, и все Ну, у тебя конечно, получится. будем работать. Да. Да? Ну, И все, Саян Саян. будет работать. Спасибо тебе, что Скажи приехал, да? спасибо. Спасибо вам большое. Да, Идина? Мы с дочкой со своей старшей приехали. Спасибо вам за ваш труд. Надеемся, что много-много детишек еще на ноги поставим. Просто я работаю волшебником, волшебником. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником, волшебником.